Представьте мир, в котором нет супермаркетов, нет холодильников, нет завтраков по расписанию. Есть только одно правило: если ты не ешь, ты умираешь. Миллионы лет назад Земля была ареной бесконечной борьбы за энергию. Каждый лист, каждый кусок мяса, каждая капля питательных веществ – это шанс прожить еще один день. Но среди всех существ были те, кто довел потребление пищи до предела. Они не просто ели, они уничтожали все вокруг. Леса исчезали под их натиском. Целые популяции становились их пищей, а иногда они сами становились жертвами собственной прожорливости. Сегодня мы отправимся в путешествие сквозь время, чтобы увидеть, как развивалось обжорство. От первых примитивных гигантов до существа, которое изменило всю планету. Пермский период. Эпоха первых титанов. За 50 миллионов лет до первого крика тираннозавра Земля уже была ареной для существ, чей метаболизм не знал пощады. Забудьте о мягком климате. Мы в пермском периоде. Континенты столкнулись в единый супермассив – Пангею, превратив центр планеты в раскаленную печь с редкими вспышками холода. В этом суровом мире выживали только профессиональные едоки. Познакомьтесь с Мосхопсом. С виду нелепый бочонок весом в тонну на кривых лапах. Но не дайте маленькой голове вас обмануть. Мосхопс – это биологический шреддер. Его жизнь – бесконечный цикл. Сорвать, переживать, переварить. Чтобы прокормить свою тушу низкокалорийным папоротником, он ел 24/7. Мосхопсы не просто паслись, они выстригали долины до голых камней. Остановиться для них означало заглохнуть и умереть. Рядом, словно бронированные танки, медленно ползали скутозавры. Эти существа весом под 2 тонны вообще не обременяли себя интеллектом или скоростью. Их защитой была масса, а смыслом жизни – тотальное поглощение зелени. Скутозавры были настолько прожорливы, что их стада превращали целые регионы в пустыню, вынуждая этих гигантов к мучительным миграциям в поисках нового шведского стола. Но там, где работают живые заводы по переработке травы, всегда появляется тот, кто ест самих рабочих. Иностранцевия. Представьте саблезубого тигра размером с медведя, но в коже рептилии. Ее челюсти были созданы с одной целью – вскрывать броню скутозавров, как консервные банки. Для иностранцевии обжорство было единственной страховкой. Повалив добычу, она впадала в пищевое безумие, набивая желудок десятками килограммов мяса, пока кожа на животе не натягивалась, как барабан. Следующей еды могло не быть неделями. Итог был предсказуем. Эта яростная гонка за калориями сделала экосистему хрупкой. Когда климат окончательно сошел с ума и наступило великое вымирание, именно эти профессиональные обжоры исчезли первыми. Природа просто выключила им питание, очищая место для тех, кто будет еще крупнее и голоднее. Триасовый период. Возрождение гиперфагии.
После Великого вымирания Земля напоминала пустую кухню после погрома. Но жизнь быстро вернулась к привычному делу – поглощению всего съедобного. Триасовый период стал временем дерзких эволюционных экспериментов. В авангарде шел Плацериас. Представьте гибрид бегемота и кабана с мощным клювом. Это был настоящий живой пылесос. Корни, жесткие листья, сочные стебли, в его бездонное чрево улетало все. Плацериасы двигались стадами, оставляя после себя вытоптанную пустыню. Их девиз «Ешь, пока дают». И они были правы. Мир становился все опаснее. На арену вышел Пастазух, элитный хищник нового типа. Быстрый, мускулистый, с челюстями-дробилками. В отличие от медлительных рептилий прошлого, Пастазух обладал бешеным метаболизмом. Ему требовалось высокооктановое топливо, свежее мясо. Он не просто ел, он уничтожал добычу целиком, с хрящами, костями и шкурой, не оставляя падальщикам ни шанса. Это было обжорство ради доминирования. Чем больше мяса, тем больше территории под контролем. Но пока эти двое выясняли отношения, в тени лесов рос тот, кто изменит правила игры навсегда. Платеозавр. Один из первых настоящих динозавров. Это был идеальный механизм по переработке калорий. Чтобы расти с феноменальной скоростью, платеозавр ел каждую свободную минуту. Он первым догадался встать на задние лапы, используя длинную шею как кран, чтобы достать до самых сочных верхушек. Группы платеозавров проносились по лесам, словно саранча, размером с автобус. Именно здесь обжорство перестало быть просто способом выжить. Оно стало двигателем эволюции. Природа включила режим турбо. Кто быстрее ест и эффективнее переваривает, тот становится королем планеты. Трапеза затянулась, и на горизонте уже показались истинные титаны юрского периода. Юрский период. Империя безграничного аппетита. Юрский период – это золотой век для тех, кто любит поесть. Планета превратилась в гигантскую теплицу. Влажный воздух, бесконечные леса и никакой зимы. Здесь обжорство стало не просто привычкой, а единственным способом поддерживать тела размером с дом. Абсолютный чемпион – брахиозавр. Представьте живое пятиэтажное здание весом в 50 тонн. Чтобы этот завод просто не заглох, брахиозавр ел почти 24 часа в сутки, поглощая по 400 килограммов зелени ежедневно. Он не гурман. Он просто срывал ветки и глотал их целиком, закидывая в желудок камни жернова для перетирки пищи. Брахиозавр работал как живой комбайн. Он прореживал кроны деревьев, пропуская свет к земле, чтобы там выросла новая порция его обеда. Если брахиозавр был подъемным краном, то диплодок — это гигантский пылесос. Его шея двигалась параллельно земле, буквально выкашивая папоротники. Стада диплодоков напоминали товарные поезда. Они оставляли после себя ландшафт, по которому будто прошелся бульдозер. Они были настолько прожорливы, что жили в вечном движении
Иначе они просто умерли бы от голода в пустыне, которую сами же создали за обедом. Но был и тот, кто превратил обжорство в кровавое искусство – Аллозавр. Главный хищник Юры не разменивался по мелочам. Его челюсти раскрывались шире, чем у любого другого охотника, позволяя заглатывать куски мяса размером с человека. Ученые находят скелеты аллозавров со стертыми в ноль зубами. Это результат безумного темпа питания. В мире, где за тушу гиганта дрались десятки конкурентов, аллозавр жил по принципу: ешь все, пока не лопнешь, или это съедят другие. Юрский период создал замкнутую петлю. Огромный аппетит требовал огромного роста, а рост требовал еще больше еды. Это была эпоха гиперпотребления, превратившая динозавров в величайших титанов в истории Земли. Меловой период. Пик пищевого безумия. Меловой период – это финальный аккорд, когда эволюция окончательно сорвалась с цепи. Если Юра была временем спокойных гигантов, то Мел породил высокотехнологичных машин для переработки калорий. Главный символ эпохи – тираннозавр Рекс. Забудьте образ благородного охотника. Тирекс был идеальным утилизатором биомассы. Его укус дробил кости толщиной с ваше бедро, и, внимание, он их ел. Пока другие хищники оставляли скелеты гнить, Рекс поглощал их ради жирного костного мозга. За один присест он закидывал в себя до 200 килограммов мяса и костей. Это было стратегическое обжорство. Набив брюхо до отказа, он мог неделю переваривать добычу, превращаясь в сытую гору мышц. Пока Рекс доминировал на суше, спинозавр оккупировал водный шведский стол. Этот гигант с парусом на спине стал величайшим рыбным обжорой. Реки кишели добычей размером с автомобиль, и спинозавр вычерпывал ее десятками штук в день. Зачем бегать по лесам, если под носом неисчерпаемый ресурс древних рек? А на суше двигалась живая волна. Стада эдмонтозавров. Десятки тысяч особей, тысячи ртов, работающих как промышленные шредеры. Их челюсти были вооружены сотнями постоянно сменяющихся зубов, способных превратить в труху даже жесткую кору. Проход такой армады аннигилировал лес, оставляя после себя грязевую пустыню за считанные часы. Растениям приходилось экстренно эволюционировать, отращивая яды и шипы, чтобы хоть как-то замедлить это массовое поедание. Меловой период довел идею потребления до абсолюта. Здесь все либо ело в масштабах катастрофы, либо было съедено. Но именно этот триумф аппетита стал ловушкой. Когда астероид закрыл Солнце, карточный домик рухнул. Великие обжоры оказались первыми в очереди на выход. В мире, где еда закончилась, огромный желудок стал смертным приговором. Палеоген. Новые лица старого голода. Когда пыль от астероида осела, мир затих, но ненадолго. Динозавры исчезли, оставив после себя пустой шведский стол планетарного масштаба. Природа не терпит пустоты, и вскоре на сцену вышли новые чемпионы по поеданию.
млекопитающие. Главным тяжеловесом эпохи стал парацератерий. Представьте безрогого носорога размером с автобус, весом в 20 тонн и высотой с двухэтажный дом. Это был новый брахиозавр, но с метаболизмом млекопитающего, а значит, ему требовалось в разы больше топлива. Парацератерий превратился в передвижную фабрику по переработке целлюлозы. Он неумолимо вычищал кроны деревьев Азии, уничтожая леса на своем пути просто для того, чтобы его гигантский организм не заглох. Пока гиганты объедали верхушки, в тени лесов скрывался Эндрюсарх. Ученые нашли лишь его метровый череп, но он говорит о многом. Это был волк на стероидах, способный дробить кости и панцири черепах. Эндрюсарх был воплощением универсального обжорства. Мясо, падаль, корни или плоды – он ел все, что не было прибито к полу. Его аппетит гнал его на патрулирование огромных территорий, превращая его в самого страшного утилизатора палеогена. А там, где джунгли становились слишком густыми, правила Гасторнис – птица-переросток с клювом, похожим на тесак. Долгое время ее считали убийцей лошадей. Но даже если она ела только твердые орехи и семена, ее аппетит был колоссальным. Чтобы поддерживать массу такой туши, Гасторнис потреблял калории в промышленных масштабах. Палеоген показал, перья могут смениться шерстью, а чешуя кожей, но голод останется главным двигателем. Новые обжоры заняли места старых, сделав гонку за энергией еще более изощренной. Природа снова сделала ставку на размер, не подозревая, что скоро ледники изменят правила игры. Неоген. Пик потребления и океанские монстры. В Неогене планета стала похожа на современную, но ее населяли существа с аппетитом, выходящим за рамки здравого смысла. Пока суша содрогалась под весом гигантов, в синей бездне океана правил абсолютный чемпион по обжорству – Мегалодон. Мегалодон не просто ел, он уничтожал. Эта 18-метровая акула весом в 50 тонн превратила китов в свои энергетические батончики. Чтобы этот гигантский двигатель не заглох, Мегалодону требовалось около тонны мяса ежедневно. Его зубы размером с ладонь были созданы для того, чтобы вырывать огромные куски жира из тел морских млекопитающих. Это было обжорство планетарного масштаба. Мегалодоны буквально диктовали китам, как им расти и куда плыть. В итоге именно аппетит и погубил монстра. Когда шведский стол из китов мигрировал в холодные воды, Мегалодон просто не смог прокормить свою колоссальную тушу. На суше тем временем хозяйничал Дейнотерий. Представьте слона, чьи бивни растут из нижней челюсти и загнуты вниз. Этот странный инструмент служил ему гигантской вилкой. Он сдирал кору и подтягивал ветки, поглощая сотни килограммов зелени в день. Дейнотерий был настолько прожорлив, что за считанные недели превращал густой лес в открытый парк, после чего уходил искать новую столовую. А в Южной Америке бродил Мегатерий,
гигантский ленивец размером со слона. Забудьте о медлительных зверьках. Мегатерий вставал на задние лапы и своими мощными когтями вырывал деревья с корнем, чтобы добраться до верхушек. Его стратегия была гениально простой. Максимум калорий, минимум лишних телодвижений. Он ел много, основательно и не знал страха. Неоген довел потребление до предела, создав идеальный баланс между едоками и едой. Но впереди было новое испытание – Великий Холод. Мир готовился проверить, кто из этих обжор выживет, когда еда спрячется подо льдом. И на сцену выйдет самый опасный игрок в истории. Четвертичный период. Лед, голод и новый хищник. Мир скован льдом. Повсюду бесконечная тундра и ледники, сползающие с севера. Казалось бы, время экономить энергию. Напротив, в холоде еда стала единственной валютой жизни. Чтобы не замерзнуть, нужно было гореть изнутри, а для этого есть без остановки. Символ эпохи – шерстистый мамонт. Этот гигант тратил на еду до 20 часов в сутки. Мамонты работали бивнями, как лопатами, разгребая снег в поисках сухой травы и кустарников. Их обжорство было физиологическим отоплением. Огромный желудок работал как биореактор, согревая тушу за счет ферментации тонн съеденной зелени. Не ешь, значит, остываешь. Но если мамонт был печкой, то гигантский короткомордый медведь Арктодус был настоящим кошмаром. Этот 4-метровый гиперхищник не просто охотился, он доминировал. Его метаболизм требовал колоссальных доз жира и мяса. Арктодус был королем шантажа. Он просто приходил и отбирал добычу у стай волков или саблезубых кошек. Он мог сожрать десятки килограммов мяса за присест, запасая энергию для марш-бросков по ледяной пустыне. И вот на фоне этих титанов появляется Homo sapiens. Мы не были самыми сильными или быстрыми, у нас не было клыков-кинжалов, но у нас был разум, который сделал нас самыми опасными обжорами в истории. Человек изменил правила игры. Мы первыми начали убивать больше, чем могли съесть. Мы загоняли целые стада мамонтов в ловушки и выжигали леса, чтобы расчистить пастбище. Наше обжорство стало технологичным и осознанным. Мы истребляли виды не от сиюминутного голода, а ради контроля над ресурсами. Исчезновение мегафауны прошлого, мамонтов и гигантских медведей, совпало с нашим расселением. Мы буквально съели старый мир, чтобы построить на его костях свою цивилизацию. Из биологической нужды обжорство превратилось в глобальную силу, которая теперь управляет климатом и будущим всей планеты. Финал. Цена великого аппетита. Спустя сотни миллионов лет картина ясна. Обжорство никогда не было жадностью. Это была яростная сила эволюции. Заставлял жизнь расти до размеров гор, отращивать сабельные клыки и объединяться в стаи. От неуклюжего мосхопса до тираннозавра и мегалодона все они были заложниками своей энергии.
Обжорство строило миры, но оно же становилось смертельной ловушкой. Чем крупнее становился король, тем быстрее он исчезал, когда его шведский стол пустел. Сегодня мы, люди, наследники этой гонки, но наш аппетит вышел за пределы тарелки. Мы пожираем нефть, металлы и информацию в планетарных масштабах. Мы те самые новые гиганты, и история учит нас. У каждой калории есть цена. Природа всегда возвращает баланс, и те, кто потребляет слишком много, неизбежно уходят в тираж. Мы первые существа, способные осознать свой голод. Обжорство дало нам энергию, чтобы развить мозг и запустить ракеты в космос. Но теперь наш главный вызов — найти грань между выживанием и разрушением. Ведь на арене жизни побеждает не тот, кто съест больше всех, а тот, кто сможет накормить будущее. Кем мы станем? Следующей окаменелостью в музее или авторами новой главы в истории Земли? Ответ зависит от того, сможем ли мы вовремя остановиться.